Всем привет! Наша тема сегодня – это стоимость декоративной штукатурки. Почему декоративная штукатурка людям иногда кажется дороже? Дороже, чем обои. Ну, например, часто же такой вопрос задают. Заходят в отдел и спрашивают: а что у вас? У нас декоративная штукатурка, мы можем вам предложить варианты. Ой, нет, это дорого. И вообще у людей почему-то мнение такое складывается, что декоративная штукатурка – это дорого. Давайте развеем вот эти вот мифы. Почему так решили? Я не знаю, какая была причина решить, что декоративная штукатурка дорого. Давайте сравним вот просто с обоями. Больше ни с чем не будем сравнивать, только с обоями. Вот смотрите, что мы сделали. Мы открыли, просто вообще открыли, вот написали в поиске «Купить обои в Ижевске». И мы даже ни на один сайт не заходим. Мы просто смотрим, смотрите, выдает Стройландия, например, да, и даже Леруа, и еще что-то там, вот какие-то обои. 2500, 2300, 3150, 12 тысяч, 10 тысяч, 5 тысяч. Вот эта цена обоев. Не будем дальше смотреть, открывать ничего не будем. Это и есть реальная стоимость обоев, хотя бы какого-то качества, на которые можно хотя бы посмотреть. Я не говорю про обои за 1000 рублей рулон, который 1,06 м. Я про эти обои не говорю. Это вообще не рассматриваем, потому что это, нет и все, не годится. Обои за 1000 рублей не годится, не будем даже рассматривать. Средняя стоимость обоев, которые можно помыть, которые прилично выглядят, не стыдно поклеить у себя, скажем, более-менее такие вот, бывает так, подходишь ногтем и раз посыпалось, да, вот чтобы такого не было, это от 2,5, и я думаю, что цена еще и выросла. Мы на сегодняшний день будем брать от 3000 за рулон, и штукатурку тоже будем по адекватной стоимости, которая на сегодняшний день рассчитывать. Мы просто с вами рассчитаем. Давайте вот просто рассчитаем. Обои, какие бы они ни были, зачастую они с подгонкой по рисунку. Либо высота потолка, например, 2,60, 2,70. Во всех новостройках нету ни одной квартиры, где есть высота 2,50. Это только в старых домах. И то чаще всего они с подгонкой. Берем, считаем. В одном рулоне 10 квадратных метров. Вот, допустим, один рулон равно 10 метров квадратных. Это ширина, например, 10 метров длина на 1,06 ширину. Вот такие вот размеры. 10 квадратных метров – это чистые обои в рулоне. Когда мы их наклеиваем, у нас в любом случае остается обрезь, которую мы практически не можем применить, по факту. Приличные обои, симпатичные, моющие, более-менее такие худо-бедно обои. 3000 стоит рублей рулон. Вот рулон. И в нем, по статистике, примерно 7 квадратных метров. Остальное обрезь. 7 квадратных метров примерно, потому что идет раз полоса, обрезь, 2 полоса, обрезь, 3 полоса, обрезь. Все, вот эта обрезь, она примерно вот такое вот занимает. Это статистически. Где-то больше, где-то меньше. Мы будем говорить про распространенные. Мы не будем вдаваться в детали, что да, бывают еще и без подгонки, да, бывают. И бывает высота 2,50, да, бывает. Но чаще всего 70-80% обои с подгонкой и высота выше, чем 2,50. Давайте разделим просто 3000 рублей. Сколько стоит квадратный метр обоев, да? Какая стоимость за обои? Вот 3000 рублей мы просто разделим на 7. И получилось у нас 428 рублей за метр квадратный. Это я вам считаю обои, которые приличные такие, да? Руки у меня грязные, ладно, все уже привыкли, ничего страшного. Плюс нам ведь надо клей обойный. Итого, у нас в районе 450-460 рублей за метр квадратный. Вот это дороже, чем или дешевле, чем декоративная штукатурка? Декоративную штукатурку приличного качества, которой легко работать и можно получить красивый результат, вот в эту же сумму, а то и дешевле, можно тоже приобрести. Давайте мы пройдем вот сейчас к образцу. Просто вот освещенный образец. Декоративная штукатурка Марморо. Красота.
Он стоит в районе за квадратный метр при правильном нанесении и хорошо подготовленной стене примерно 380 рублей за квадратный метр. А обои мы сколько посчитали? 460. А еще есть вариант, например, ну такой более простой, ну вот, да, он в районе 250 рублей выйдет. Без ущерба. Без ущерба. 250 рублей примерно будет. Мы просто вам рассчитаем, что вы скажете, что вот у меня такой-то бюджет, предложите, и мы вам предлагаем. У обоев ведь нет такого, да? Вам ведь не скажут, мы можем вам нарезать обои там, да, как-то по-другому. Нет же. Не экономя на материале, то есть не приобретая штукатурку дешевле, а просто видоизменить способ нанесения. Что-то где-то в плюс-минус варьируется. У обоев такого нет. Вам предлагают рулон и все. Вот как бы вот такая принципиальная разница. Мы с чего начали? С того, что обои дешевле? Нет. Вот мы сейчас выяснили, что они дороже. Сейчас мы только что с вами просто в двух словах выяснили, что обои дороже. Бывают бумажные обои. Да, бывают бумажные обои. И штукатурка тоже такая бывает. Не бумажная, но дешевая. Вот в этом и разница, что штукатурка бывает дешевая и дорогая. Конечно, она есть там средней цены и всякой. Так же, как и обои. Бывают обои дешевые и подороже. Мы с вами по статистике вывели, что штукатурка уж точно не дороже обоев. Уж точно не дороже. Вопрос. Ну, допустим, мы обои можем сами поклеить, а штукатурку. А что, кто вам мешает штукатурку-то самостоятельно наносить? Мы, например, на своем канале делаем все для того, чтобы вы понимали, как нанести штукатурку. У нас уж больше 200, по-моему, видеоуроков по нанесению. Можно для себя уйму способов найти. Мы делаем все. Работа по штукатурке, по нанесению, да. Работа профессионала, она дороже. Ну, так ведь можно же более простые варианты, и все, и вообще проблем никаких нет. Если говорить про время, про долговечность и срок службы декоративной штукатурки и обоев, это совсем несопоставимые вещи. Вообще нельзя сравнивать их никак. Штукатурка – это единое полотно, целое покрытие. Оно не боится влаги, не боится там каких-то ударов. Его и реставрировать можно. Это бесшовное единое полотно. Вы его можете реставрировать с минимальными потерями, перекрашивать, перепокрывать какими-то лазурями, в отличие от обоев. Обои, они что делают? При сухости в квартире они расслаиваются немного, где-то там в углах они отклеиваться могут. То есть есть свои вот такие вот нюансы. И если говорить про срок службы вот этих покрытий, это вообще разные вещи. Если мы вот эти вот квадратные метры разделим на года, то мы поймем, что штукатурка вот однозначно дешевле. Люди, которые умеют мыслить временем, они вот это вот должны понимать, что в расчете на время это однозначно дешевле. Однозначно 100%. Даже самая дорогая штукатурка дешевле в расчете на время, чем обои. Если вы делаете заявку нам на сайте там, да, или где-то в сетях еще доступных пока, делаете заявку, вы просто обозначаете свои возможности. Это вот не стыдно нисколько. Бывает иногда, что человек пишет, задает вопрос и просит что-то. Мы ему считаем это что-то, что он видел в ролике, а ему, например, дорого, и он стесняется сказать. Не надо об этом стесняться говорить, надо просить прямо. А можно мне, пожалуйста, вот попробовать еще другие варианты, может быть, подешевле? Пожалуйста, мы подберем, то есть они есть, их можно выбирать. Ну, в общем-то, подписывайтесь на наш канал и не забывайте поставить лайк, ну и комментарии тоже писать. Неплохо было бы. Всем пока!